Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. Сегодня мы свяжем с вами вот такой вот треугольник бесшовным соединением. Вязать я буду из хлопкового шнура 3 мм. И вязать я буду крючком номером 5. Итак, приступим к вязанию. Делаем с вами кольцо амигуруми. Для этого накладываем нить на пальчики. Делаем оборот. Ложим крест-накрест. С обратной стороны придерживаем, вводим крючок под первую нить и вторую вытягиваем. Отпускаем кольцо, и эту петельку мы с вами провязываем. У нас получился первый столбик. Теперь в это кольцо мы должны провязать еще 8 столбиков. С учетом первого должно всего в колечке получиться у нас 9 столбиков без накида. Вводим крючок в кольцо, вытягиваем нить и провязываем 2 петельки вместе. Последний наш 9-й столбик. Колечко чуть-чуть затягиваем. Теперь будем делать соединение. Вытягиваем нить. Находим здесь вот первую нашу петельку. Сверху него такая вот косичка есть. Заводим крючок под косичку и вытягиваем нить. Вытянули. Теперь здесь находим самый наш первый столбик. Заводим вот под вот эти петли здесь и находим наш первый столбик. Мы должны выйти вот сюда, вот в центр. Заводим крючок и выходим в центр галочки. Теперь берем рабочую нить и ее провязываем. Вытянули петельку вперед, захватываем нашу петлю и сюда делаем соединение. Так мы сделали соединение. Теперь у нас идет один столбик, у нас уже есть. Провязываем следующую галочку еще один столбик. А следующую галочку мы провязываем уже 3 столбика. Вот в эту галочку. Провязываем один столбик. В эту же галочку второй. И третий. Сюда мы провязали 3 столбика. Теперь далее мы провязываем следующую один столбик и потом снова один столбик. Провязываем 2 столбика. Провязали 2 столбика и снова провязываем 3 столбика в галочку. У нас идет чередование. Мы провязываем, получается, 3 столбика, затем 2 одинарных, затем снова 3 столбика. Вот провязали 3 столбика, затем снова идет 2 одинарных столбика. Не забываем, крючок должен входить в центр галочки, и с этой стороны точно так же выходить в центре. И снова после одинарных этих столбиков мы провязываем та самая наша последняя петелька, в нее мы провязываем 3 столбика.
третий столбик. Вот мы провязали до конца второй ряд. Теперь сделаем соединение, вытягиваем петельку, находим над первым столбиком вот эту вот косичку, заводим крючок и вытягиваем нить. Теперь вот этот наше отверстие надо затянуть. Вот он наш кончик. Мы затягиваем как можно сильнее. Затянули, чтобы у нас отверстие осталось совсем маленькое. Как можно туже затягиваем. И теперь вяжем далее. Переходим к третьему ряду. Находим вот эту галочку, нашу самую первую во втором ряду. Заводим крючок в центр. Вот он с этой стороны выходит в центре. Берем рабочую нить, вытягиваем и петельку провязываем. Далее мы будем провязывать уже третий ряд. И чтобы нам не запутаться, можно вот отметить маркером галочки, где у нас будут прибавки. Вот смотрите, у нас вот здесь вот идет утроение. Раз, два, три столбика. В самый центр вот этого столбика ставим маркер. Так, находим следующие. Точно так же мы все пометим сейчас. Вот раз, два, три столбика в центр мы отмечаем. И еще один. Вот он. Вот это у нас будет 3 угла наших треугольника. Теперь мы будем провязывать до этих маркеров, и там будем делать прибавку. Далее провязываем столбик, следующую галочку. Снова еще столбик. И уже вот где у нас маркер, туда мы провязываем 3 столбика. Провязываем 1, 2 и 3 столбик. И сразу же в центр наших столбиков вот этих поставим маркер. Самый центральный столбик. Далее провязываем столбики до следующего маркера. У нас получится 1, 2, 3, 4 столбика. Провязываем 4 столбик. Дошли до маркера. Сюда провязываем 3 столбика в одну галочку. 1, 2 и 3. И также помечаем маркером центральный наш столбик. И далее также вяжем до конца ряда. Получается, здесь мы провяжем 4 столбика, снова прибавка из 3 столбиков и закончится одинарным столбиком. Провязали третий ряд. У нас уже получается вот такой вот треугольничек. Видны уже немного углы. Провязываем дальше. Теперь у нас между вот этими вот прибавками будет у нас сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Провязываем до маркера и снова там
провязываем 3 столбика. Довязали до маркера, убираем его, провязываем сюда 3 столбика. Раз, два и третий. Отмечаем маркером центральный наш столбик. И до следующего маркера провязываем столбики. Их будет 6 штук у нас. Провязываем 6-й столбик. И сюда 3 столбика. Раз, два, три. Отмечаем маркером центральный столбик. И далее вяжем точно так же. Провязываем 6 столбиков. Центр сюда 3 столбика. И заканчиваем 4-й ряд. Провяжем с вами еще 5-й ряд. Довязываем до маркера столбики без накида. Довязали до маркера, убираем маркер и провязываем сюда 3 столбика. 1, 2 и 3 столбик. Центральный столбик мы с вами отметим. Теперь до следующего маркера мы будем с вами провязывать столбики. В прошлом ряду у нас было между прибавками 6 столбиков одинарных, а теперь в этом ряду у нас будет 8. С каждым рядом прибавляется по 2 столбика между прибавками. Так мы провязываем 8 столбиков. Провязываем 8 столбик. И уже здесь делаем прибавку. Три столбика в одно отверстие провязали. Центральную ставим маркер и так далее провязываем ряд. Здесь получается опять 8 столбиков, прибавка и до конца довязываем. Довязали ряд. Теперь можно завершить вязание. Покажу, как можно это сделать. Вытягиваем нить, заводим крючок под галочку вот эту вот, вытягиваем нить побольше. И вот так вот обхватываем наш треугольник. Обхватили, тянем за рабочую нить. Таким образом мы завершаем вязание. Либо можно продолжить дальше. Последующие ряды вяжутся аналогично. То есть в каждом ряду у нас появляется между прибавками по 2 столбика. Первый круг мы набирали 9 столбиков. Затем между двумя прибавками
у нас было по 2 одинарных столбика. В следующем ряду уже 4, в следующем 6. И в 5 ряду мы провязывали 8 столбиков между прибавками. Далее следующий ряд уже будет 10 столбиков. Я думаю, трудностей возникнуть не должно. На углах каждый раз провязываем по 3 столбика. И у нас получается вот такой вот треугольник. Кончик вот этот нужно спрятать, взять крючок поменьше и здесь продеть его. Здесь точно так же обрезаете нить и вдоль вязания вот здесь вот продеваете крючком, прячете кончик. Для окончательного варианта нужно будет еще отпарить утюгом паром, но проглаживать не надо, надо будет либо положить ХБ-ткань и паром пройтись. Тогда расправить руками, и треугольник будет ровненький. Спасибо за просмотр. Вяжите вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал.